Уже 3,5 года Россия живет в режиме чрезвычайной ситуации, который не был объявлен. А если вспомнить, что война в Украине началась еще до того, как успела закончиться пандемия, то окажется, что мы прожили уже более 5 лет в состоянии сплошной чрезвычайщины. И этот специфичный способ существования страны находит свое отражение в языке. Недавно глава Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о создании демографического спецназа. Согласно парламентской газете, одна из его задач – стабилизировать население страны. Такие фразы, относящиеся, казалось бы, к повседневной работе государства, намеренно подражают лексикону чрезвычайных служб. В стабилизации обычно нуждается человек, поступивший в реанимацию, а спецназ в широком представлении – это те, кто врывается в помещение с криками «лицом в пол». Однако в России сейчас совершенно любая инициатива властей может именоваться очередной спецоперацией. На днях, например, из Москвы в Донецк был отправлен водный спецназ. Так новостники назвали 33 автомобильные цистерны, которые должны как-то помочь городу. Встретил водный спецназ наш коллега Александр Нарижный. Под яркий звуковой автосигнал колонны водовозов из столицы страны Москвы заходят в столицу Донецкой Народной Республики. Напомню, что по личному поручению президента страны Владимира Путина такая шефская помощь реализовывается в прорыве водной блокады от украинских боевиков. Эти колеса прошли днем и ночью свыше 1500 километров. И несмотря на это, все же доехали. Также из Москвы в Донецк прибыло 50 аварийных бригад. Их в местных новостях окрестили водным десантом, которому, мол, предстоит вступить в битву за Донецк. За этими боевитыми формулировками скрывается малорадостная повседневность сотен тысяч дончан и жителей прилегающих городов. С 24 февраля 2022 года эти люди оказались вынуждены жить почти без воды. А сейчас, когда в регионе жара за 30, уже совсем без воды. Созданная совершенно на пустом месте коммунальная катастрофа в Донецке и его окрестностях – это не самое страшное, но очень осязаемое последствие идущей сейчас войны. Нынешняя война окружена фактами, которые, с одной стороны, общеизвестны для миллионов вовлеченных людей, а с другой стороны, отсутствуют в официальном информационном поле. Включив телевизор, вы о них не узнаете. К примеру, до февраля 2022 года существовала целая транспортная индустрия для поездок между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и территорией Донбасса, оставшейся под властью Киева. Одна из главных мотиваций для таких поездок – пенсии и пособия. Пенсионер из Донецка доезжал до банка на украинской стороне, проходил там идентификацию и снимал деньги, начисленные ему Пенсионным фондом Украины. И это было массовое явление, которое в России в основном замалчивалось. Ведь оно ломало стройную концепцию, мол, киевская хунта 8 лет спала и видела, как бы добраться до дончан и луганчан, чтобы их убить или всех там за русский язык как-то покарать, национальность, православную веру. В то время как дончане и луганчане сами регулярно добирались до территории, контролируемой Киевом, чтобы воспользоваться банковскими услугами и снять пенсию. Аналогичным образом в России никогда вслух не проговаривали, откуда в Донецк и города-спутники вплоть до 24 февраля 2022 года поступала питьевая вода. Хотя это не какие-то секретные сведения. Вода шла в Донецкий водопровод с украинской стороны по каналу Северский Донец-Донбасс. И он удовлетворял 94% потребностей региона. Только 6% приходились на местные водохранилища. Да, в 2014 году власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал водоснабжение Крыма. Именно этот факт позволил спустя годы сконструировать миф о водной блокаде Донецка. Хотя в его случае блокады как раз не было. Канал Северский Донец-Донбасс работал. Украинская инфраструктура подачи воды в Донецк и соседние населенные пункты действовала все 8 лет после 2014 года. Она была разрушена после и в результате начала войны. Причем критически важные гидротехнические сооружения были уничтожены уже в самом начале боевых действий. Речь в первую очередь о насосных станциях. Вода по каналу шла не самотоком, ее гнали огромные насосы. Единственным источником воды остались местные водоемы, которые не приспособлены снабжать водой столицу региона и большую городскую агломерацию. Речь и о качестве воды, и о количестве воды.
По состоянию на сегодня не менее десятка водохранилищ близ Донецка обмелели или совсем прекратили свое существование. На месте некоторых уже цветы и трава, а на месте недавно обмелевшего Ханженковского водохранилища просто земля. В миниатюре повторилась история Аральского моря. О том, что здесь когда-то была вода, свидетельствуют легшие на грунт суда и рыбацкие лодки. Выкачивание водохранилищ какое-то время немного сглаживало дефицит воды, но продолжалось это недолго. И вскоре к коммунальной катастрофе добавилась катастрофа экологическая. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, дорогие друзья, сегодня складывается критическая ситуация с водоснабжением нашего региона. И вы это можете видеть по состоянию наших водохранилищ. Уровень Верхнекальмовского, Макеевского, Ольховского упал до критических значений. И тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. 5 месяцев назад на моем канале уже был ролик, посвященный бедственному положению дончан. На тот момент вода подавалась по графику раз в 2 суток. Теперь же график ужесточен. По бумагам воду дают раз в 3 суток, на 4 часа. Но в реальности же воды не дают вовсе. Из кранов течет болотистая жидкость, которая непригодна ни для мытья, ни для готовки, только для смыва в туалете. И даже такое благо цивилизации доступно лишь жителям первых этажей. Выше так называемая вода не поднимается из-за малого напора. Нужду людям приходится справлять в пакеты. Зато счета за коммуналку приходят исправно. Для мытья и готовки люди покупают воду в канистрах и тащат их домой. Больше всего страдают пожилые. Таскать такой вес им тяжело, а дополнительные траты сжирают и без того крохотные пенсионные выплаты, которые теперь можно получать только из России. Ведь возможность жить на 2 пенсии была безвозвратно обрублена. Опять же, из-за начала войны. Может быть, направленный на днях из Москвы водный спецназ чуть и подправит ситуацию. Но сложно сказать, насколько могут изменить общую картину в большой городской агломерации 33 цистерны. Тут вспомним про водный десант, упомянутые в СМИ аварийные бригады. Необходимость в водопроводчиках с большой земли обусловлена тем, что местных донецких специалистов мобилизовали еще в феврале 2022 года. К сегодняшнему дню все или почти все они убиты, покалечены или пропали без вести. А немногих оставшихся в строю даже спустя 3,5 года демобилизовывать никто не собирается. И это еще один факт, который не то чтобы прям скрыт от общественности, но проговаривают его вслух в основном лишь разочаровавшиеся деятели русской весны. Ни по какому телевизору это не скажут. В результате так называемой СВО в Донецке почти не осталось здоровых мужчин. Чинить трубы некому, и горожане не первый год наблюдают парадоксальную картину. Вода, казалось бы, в страшном дефиците, ценен буквально каждый литр. Но то и дело, она просто течет по улице из-за очередной прорванной трубы. Озеро Байкал в Кировском районе Донецка. Так дончане между собой прозвали место крупного порыва трубопровода. Ценный ресурс уже переполнил разрытую яму и, что называется, вышел из берегов. Теперь через реки не выйти из подъезда, не зайти. Глубина была такая, что для сравнения легковой автомобиль мог бы запросто утонуть. И лишь сейчас, когда дело дошло уже до настоящей катастрофы, подлатать водопровод, которым много лет никто не занимался, должны так называемые десантники. В связи с чем появляются новые боевитые цитаты. «Продолжаем борьбу за воду вместе со всей Россией», Денис Пушилин. Теоретически эта фраза вообще не должна была прозвучать. Начнем с того, что до начала войны никаких проблем с водой в Донецке никогда не было. Но в 1923 году был построен под контролем Минобороны водопровод Дон-Донбасс. Его протяженность почти 200 километров. Работы выполнены в рекордные сроки. По задумке, водопровод должен был взять на себя все функции вышедшего из эксплуатации канала Северский Донец-Донбасс. Однако грандиозное гидротехническое сооружение попросту не работает. То ли из-за ошибок при проектировании, то ли из-за воровства. Вероятно, правдиво и то, и другое. А ответственный за строительство замминистра обороны Тимур Иванов совсем недавно уехал на 13 лет в колонию общего режима. А с людьми в Донецке и в соседних городах к 25 году произошло ровно то, чем пугала путинская пропаганда. Дескать, их поработит жестокий режим, который считает их людьми второго сорта. Правда, заявлялось, что совершить подобное может русофобствующая киевская хунта. На деле же это сделал Путин. С самого февраля 22 года Донецк использовался как источник бесплатной живой силы.
В тот период, в отличие от большой России, вдовам, сиротам и матерям мобилизованных даже не нужно было платить гробовые, а мобилизовывали и бросали в бой всех, включая 18-летних студентов очных отделений вузов. Когда этот ресурс подошел к концу, когда боеспособных юношей и мужчин оттуда выгребли, казалось бы, всех, оказалось, что Донецк с пригородами больше Путину ни зачем не нужен. И оставшиеся там пенсионеры, женщины, дети и инвалиды, для него никакие не наши люди, они ему безразличны. Перечисленным категориям дончан, пенсионерам и инвалидам, женщинам и детям, не так-то просто заявлять о себе и о своих правах. К тому же их запугивают местные власти. Не лишним будет напомнить, что во главе самопровозглашенной ДНР Кремль поставил не какую-то там стандартную путинскую бюрократию, с которой был бы хоть какой-то шанс потягаться в правовом поле. Но нет, во главе этой народной республики, освобожденной, поставили буквально криминалитет, который сейчас возглавляет бывший координатор финансовой пирамиды МММ Денис Пушилин. Протест осложняется и тем фактом, что у всех дончан российское гражданство приобретенное, а не полученное по праву рождения. По нынешним антиконституционным нормам такое гражданство может быть отнято в любой момент и даже без суда, просто за намек на нелояльность, после чего местным упырям ничего не стоит отнять у человека недвижимость, все имущество и выдворить вон. В худшем случае могут избить и посадить в подвал. Чтобы протестовать в таких условиях, нужна уже крайняя степень отчаяния. Однако такой пример уже есть. На стихийный митинг по поводу отсутствия воды вышли жители Янакиева, небольшого города близ Донецка. Люди тут находятся на состоянии вот уже все, вымирания просто. Все хотят уже отсюда куда-то уехать, потому что жить здесь просто невыносимо. Помогите нам, пожалуйста, выжить. Как нам быть без воды? Как нам смывать наш унитаз? Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Вы доводите нас до крайностей. Не нужно злить народ. Но митинг в Янакиево – это скорее исключение. В основном же люди записывают видеообращения в форме челобитных, адресованных Путину. И в ходе каждого такого обращения люди обязательно декларируют на камеру свою благонадежность и лояльность, дабы избежать тяжелых последствий. Некоторые, кстати, спикеры не очень умные, их за это высмеивают. Хотя что еще людям делать, когда у них могут в случае чего отобрать гражданство, выдворить и отобрать все? Конечно, они будут записывать такие видео. Все вышесказанное относится к Донецку и близлежащим городам, которые были отделены от Украины еще в 2014 году. Это также Горловка, Янакиево, Макеевка. Насчет последней есть даже очень грустный локальный мем – Макеевский родничок. Это место, где макеевчане последние несколько лет пытаются набрать себе воды. Что же касается Мариуполя, захваченного в 2022 году, там с формальной точки зрения есть постоянное водоснабжение. Однако в последние месяцы уже и там вместо воды из кранов зачастую течет жидкость цвета какао. О чем вообще не говорит никто и нигде. Ведь по официальной версии Мариуполь после 2022 года расцвел и развивается как никогда прежде. Сейчас вы увидите на своем экране совсем свежие фотографии из города Часов Яр, бои за которые идут уже 15 месяцев подряд. Мы уже говорили на канале про то, как жили люди в том городе. Городок этот с 14 по 22 год находился под контролем украинских властей. Теперь такого населенного пункта больше нет. К чему я вспомнил Часов Яр в ролике о Донецке? С 2014 года Донбасс оказался разделен на две части. С одной стороны, самопровозглашенные народные ДНР и ЛНР. С другой — территории Донецкой и Луганской области, которые оставались под властью Киева. В течение 8 лет две части Донбасса сосуществовали. Да, поначалу войска по обе стороны линии разграничения обменивались артиллерийскими ударами. И там случались прилеты по улицам и жилым домам. Гибли люди. Хотя, если сравнивать с нынешним временем, тогда смертей и разрушений вообще, можно сказать, почти не было, по сравнению с текущей войной. А потом произошло замирение. Люди стали ездить туда и обратно, могли сравнивать, в какой из частей разделенного Донбасса жизнь лучше, а в какой хуже. Это было очень неправильное положение дел. Но оно могло продолжаться еще десятилетиями. Подобно тому, как, например, сосуществует Республика Молдова и никем не признанная даже самой Россией Приднестровская Молдавская Республика. Ситуация там, откровенно говоря, хреновая и максимально далекая от норм международного права. Минувшей зимой в непризнанной ПМР вообще были массовые отключения отопления и газа. Но все же люди там живут, дети ходят в школы, в кранах есть вода,
Такси ездит туда-сюда, из Кишинева в Тирасполь и обратно спокойно можно съездить и на такси, и на автобусе. Эталонная иллюстрация к поговорке «Худой мир лучше доброй драки». На 4-м году войны из большого и некогда самобытного, процветающего региона Европы, из Донбасса, уходит жизнь. По одну сторону от бывшей линии разграничения села, поселки и города физически прекращают свое существование, как, например, Часов Яр, от которого остались только названия и воспоминания. По другую сторону города в виде зданий и улиц вроде бы остались, но там нет здоровых молодых мужчин, они все угнаны на фронт. Там нет воды, водоемы пересохли. Кто может оттуда бежать, бегут, что вполне устраивает местные власти. Тогда они в одностороннем порядке объявляют покинутое жилье бесхозным и забирают его себе. Кто не может уехать или держится за свою квартиру, тот вынужден каждый день бороться за выживание. Вокруг этой борьбы конструируется новый героический нарратив. Мы с этого начали сегодняшний ролик. Путинская система очень полюбила риторику превозмогания, где жизнь — это бой, а любое действие — спецоперация. Сейчас уже трудно об этом вспомнить, но в течение пары десятков лет путинская политическая система, рекламируя себя россиянам, эксплуатировала понятие «стабильность», которое предлагалось вместо свободы, взамен эффективности. Сейчас же риторика изменилась на противоположную. Взамен застоя предлагается движуха. Даже в сфере демографии нужно задействовать отряд спецназа. Сотрудник ЖКХ отныне героический десантник, а граждане пребывают в тонусе. Только вот российская практика показывает, жизнь по-настоящему расцветает там, где есть спокойствие и предсказуемость. А вот движуха, которая не дает Путину соскучиться, по факту изгоняет отовсюду жизнь. Просто несовместимо с ней. Донбасс, ставший главной ареной для движухи, это крайний, доведенный до абсурда плод путинской модели управления. Сначала сломать все, что было построено до тебя, а затем превратить повседневность людей в нескончаемый подвиг, не спрашивая самих людей, а хотят ли они этого. Однако мне кажется, что пусть в меньшей степени, но вся Россия становится одним сплошным Донбассом, где жизнь превращается в превозмогание. Даже в мелочах, когда в доме у тебя есть и холодная, и горячая вода, но нет ни интернета, ни связи, ни навигации. Потому что первое, второе и третье власти просто решили сломать. Сейчас, даже покупая билет на самолет, нужно заранее приготовиться переночевать в аэропорту. Важно напоминать себе и окружающим. Все это ни зачем и никому не нужно. И может быть прекращено в любой момент. Что прекрасно понимает тот единственный человек, которому вся эта движуха приносит удовольствие. Свое удовольствие он ставит гораздо выше судеб всех русских на Донбассе и россиян в России вместе взятых. До завтра!